Сегодня мы приготовим с вами ферментированные овощи. Всем привет на моем канале, меня зовут Тома Пеку Полезно, я основатель кондитерской школы Пеку Полезно, где мы готовим десерты для здоровья, без рафинированных продуктов, только натуральные, в которых собрана максимальная польза природы. Из инструментов для приготовления нам нужна будет банка, самая обычная стеклянная, и на этом, пожалуй, все. Овощи можно брать совершенно любые. У меня это краснокочанная капуста и белокочанная капуста. Морковь, свекла, возьму немного сельдерея и петрушки для аромата и вкуса. А также немного чеснока, листик лаврушки. Для аромата я еще буду использовать перец горошком, но это совершенно не обязательно. И красную гималайскую соль. Мой метод приготовления капусты супер ленивый для занятых мам, для тех, у кого много детей, мало времени, или тех, кто работает в офисе круглые сутки. Поэтому записывайте и готовьте в удовольствие. Для начала нам нужно промыть тщательно все овощи. Капусту сначала берем и отсоединяем от внешних листов, потому что они самые грязные и скапливают всю пыль, грязь, все они берут на себя, поэтому они нам не нужны. Я замачиваю овощи с эфирным маслом лимоном пищевое от фирмы доTERRA, для того, чтобы убрать всю лишнюю влагу, грязь. Можно замочить содой, например, либо с уксусом, тоже отлично очистит. Кстати, не забудьте тщательно простерилизовать, либо просто хорошо промыть вашу банку. Так, овощи мои замочились, я их промыла тщательно под проточной водой, положила, чтобы они немного обсохли, и буду нарезать их на крупные кусочки. Этот рецепт хорош тем, что нам не нужно шинковать на терке овощи, тем самым мы экономим время. Мы просто их крупно нарежем и поместим в банку. Очищаем свеклу от кожуры. Также очищаем морковку. Все. Это самая сложная часть в этом рецепте. Итак, теперь наша с вами задача нарезать крупно овощи. Берем капусту и произвольно нарезаем. Я нарезаю крупно, вот на такие брусочки. Если хотите, можете еще чуть мельче нарезать. Помещаем наши овощи в банку, которую мы заранее простерилизовали. Теперь просто чередуем слоями разные овощи. Здесь нет каких-то правил, как правильно выкладывать овощи. Делайте это просто хаотично. Свекла. Свекла даст красивый, насыщенный цвет. Мне прям очень нравится такой ярко-красный, розовый цвет. Он вызывает еще больше аппетита. Теперь я добавляю чесночка немножко. Берем сельдерей. Немного петрушки. Петрушку можно прям не резать, а взять, порвать руками. Я даже добавляю стебель, потому что он тоже придаст ароматики. Теперь немножко черного перца горошком. Заложим лаврушку. Мы поместили овощи в нашу банку. Теперь самое время приготовить рассол. Рассол готовится максимально просто. Нужна просто обычная вода, не кипяченая, бутилированная, и соль. А вот про соль мы поговорим с вами отдельно. Все знают, что капусту нужно солить, но мало кто знает, что неправильная соль может превратить ваш урожай в мягкую, склизкую и даже опасную массу. Давайте разберемся с главным секретом квашения, о которых знали наши мамы и бабушки. Какую же соль выбрать? Идеально подойдет крупная каменная соль, либо морская без добавок, либо вот такая, как у меня, гималайская розовая соль. Главное правило – никакого йода и антислеживающих агентов. Категорически нельзя йодированную соль, это убийца ферментации. Йод подавляет работу полезных молочнокислых бактерий, и как итог капуста не сквасится, станет мягкой и даже может заплесневеть. Здесь очень важно подобрать правильную граммовку соли, от этого тоже будет зависеть конечный результат.
Запоминайте, на 1 литр воды добавляйте 20 грамм соли. Это примерно 2 столовые ложки соли. Если же вы измеряете капусту в килограммах, то на 1 килограмм капусты идет 20 грамм соли. Я же сейчас буду готовить рассол и заливать им капусту, поэтому ориентируюсь на свои показатели: 1 литр воды, 20 грамм соли. Это гарантия вкуса и безопасности вашего блюда. Готовим рассол. Берем 1 литр бутилированной воды и насыпаем 20 грамм соли. Теперь размешиваем наш рассол. Очень важно, чтобы соль хорошо растворилась. И теперь заливаем рассолом наши овощи. Если вам не хватило воды, сделайте еще рассол и залейте оставшуюся часть банки. Вода должна полностью покрывать все овощи, это очень важно. Есть еще один небольшой лайфхак. Овощи будут всплывать, поэтому я беру капустный лист, прикрываю наши овощи таким образом и сверху поставлю груз. В качестве груза можно использовать любую банку. Хорошенько ее промойте, наберите воды, закройте крышкой и поставьте вот так, утрамбуйте. Это позволит овощам не всплывать наверх, и они будут всегда покрыты рассолом и равномерно заферментируются. Все, убираем нашу банку просто при комнатной температуре. Будет храниться у нас на кухне. Не нужно убирать в холодильник. Просто она может стоять у вас на столе. И несколько раз в день важно будет подходить и протыкать деревянной шпажкой, выпускать газы. Все. Это очень простой рецепт, и через 3 дня вы почувствуете аромат ферментации, такое будет легкая кислинка. Через 3 дня ваша капуста будет готова, ее можно будет закрывать крышкой и убирать в холодильник. И очень рекомендую вам дать капусте настояться ровно сутки в холодильнике и только потом ее дегустировать. Так вкус будет намного ярче. Второй день нашей капусты. Я поставила ее на тарелочку для того, чтобы, если вдруг вытечет вода, рассол, она вытекла на тарелку, а не на стол. Берем, поднимаем груз и протыкаем, желательно деревянной шпажкой. Вот так просто берем, выпускаем газы. Вот сверху видно, как выходят пузырьки. Финальный день ферментации. Я вижу, что уже газики не выходят. Капуста наша пахнет кислинкой, и пора убирать в холодильник. Накрываем крышкой. Если она у вас есть, убираем в холодильник. И очень вам рекомендую, чтобы в холодильнике хотя бы сутки у вас эта капуста постояла, и только потом ее пробуйте. У нее будет совершенно другой вкус. Вот сейчас я могу попробовать. Вы слышите, как она хрустит? Она постоит в холодильнике холодненькой, ее будет есть еще вкуснее. Ну что, настало самое интересное время. Это дегустация наших овощей. Достаем капусту и пробуем. Вы слышите этот хруст? Вот этого я и ждала. Ферментированные овощи — это не просто полезно, но это еще безумно вкусно. Такие ферментированные овощи можно есть на завтрак, обед и ужин, что я и делаю. Утром добавляю к завтраку, к яичнице, в обед к основному блюду и еще вечером. Я уже не могу жить без ферментированной капусты. Я замечаю, как укрепляется мой иммунитет благодаря капусте. Кстати, вот этот рассол, его тоже можно пить. Он способствует хорошей микрофлоре вашего кишечника. Будете ходить в одно место как по часам. Ну что, на этом все. Если вы хотите получить подробный текстовый рецепт, как ферментировать овощи, как избежать ошибок, чтобы ваша капуста не получилась склизкой, мягкой, а была хрустящей и очень-очень вкусной. Также второй способ ферментирования, когда мы используем натуральный сок самой капусты, не используем вообще никакого рассола. Переходите по ссылке в описании к этому видео и забирайте подробный файл от меня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рецепты.
и отправьте это видео тому, кто вам не безразличен. С вами была Тома Пеку Полезная. До встречи в следующих видео. Можно вдоволь поесть капусты. Как же я ждала этого момента.